Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, и сегодня по вашим просьбам я буду лепить Капхеда против банды корнеплодов. Слепим босса морковку и нового босса редиску. Друзья, если вы еще не подписались на наш канал, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. А также можете посмотреть предыдущее видео, в котором мы лепили Скорпиона из Mortal Kombat 11. В этот раз я хочу слепить не просто фигурки, а целое поле, или точнее огород, на котором эти фигурки и будут располагаться. Должно будет получиться что-то вроде диорамы. В качестве основания я буду использовать пустую коробку от пластилина. На лепку огорода мне понадобится много зеленого и коричневого пластилина разных оттенков. А пока я буду лепить, расскажу вам историю этой игры. Cuphead не просто экшен-платформер, а настоящая история страсти и благородного безумия, которая в кои-то веки закончилась не трагедией, а хэппи-эндом. Разрабатывала ее крошечная команда, ядро которой составляли всего 2 человека – братья Чет и Джаред Мольденауэры. Главные герои Cuphead – 2 паренька с чайными чашками вместо голов. Как-то раз они решили развеяться в казино и выиграли огромную кучу денег. Но тут против них решил сыграть хозяин заведения – сам Сатана. Постившись на возможность завладеть казино, братья поставили на кон собственные души и, конечно же, проиграли. Чтобы спастись, им необходимо победить 20 с лишним опаснейших существ, которые задолжали дьяволу, а потом одолеть его самого. Главное, чем привлекала Cuphead еще со времен анонса, это графика. Разработчики целенаправленно пытались воссоздать визуальный стиль американской мультипликации 30-х годов. И в этом смысле они невероятно преуспели. Вот таким образом у меня получилось сделать поле, грядки. Далее я слеплю дерево, забор и другие более мелкие элементы огорода. В качестве каркаса буду использовать, как обычно, алюминиевую проволоку. Cuphead нарисована и анимирована так, что кажется, будто действительно играешь в оживший мультфильм. Диковатую, но симпатичную картинку удачно дополняет джазовый саундтрек, который, по уверениям авторов игры, специально записывали в условиях, также максимально приближенных к 30-м. Так это или нет, проверить невозможно, но это и не особенно важно. Главное, что музыка чудесно ложится на видеоряд и создает абсолютную уникальную атмосферу. Отлично удался и дизайн уровней, которые в Cuphead выполнены несколько нетрадиционно. Дело в том, что обычные локации, где вам необходимо пройти от старта до финиша, сражаясь с врагами и прыгая с платформы на платформу, здесь особняком от схваток с боссами. Это просто 2 разных категории уровней. Более того, именно сражения с боссами – основная часть Cuphead. Их даже количественно гораздо больше, чем обычных уровней. И какие это сражения? В принципе, каждый из них можно пройти очень быстро, минуты за 1,5-2. Но устроены они таким образом, что вам наверняка придется делать на каждого босса несколько заходов, чтобы запомнить его поведение и выработать тактику. Начиная с определенного момента, игра дополнительно усложняется, потому что боссы начинают чередовать стадии в случайном порядке. Один и тот же враг при повторном прохождении может повести себя совершенно иначе, чем прежде, раскрыться с неожиданной стороны. Это делает и без того сложную игру еще более непростой и непредсказуемой. Но в этом отчасти и кроется привлекательность Cuphead. Здесь все сложно, но честно, а победа над каждым боссом приносит огромное удовлетворение. Сами боссы невероятно разнообразны, так что невольно поражаешься фантазией разработчиков. И речь не только о способности придумывать огромное количество ярких, запоминающихся образов, но и о том, насколько уникален каждый соперник в смысле геймплея. Прилепим последний элемент, и наш огород полностью готов. Теперь слепим босса морковку. Для этого мне понадобится много пластилина оранжевого цвета. Банда корнеплодов – одни из первых боссов, с которыми вы сталкиваетесь в Cuphead. Они находятся на уровне паника-ботаника. Банда корнеплодов включает в себя 3 разных боссов, которые являются овощами. Мо Тато, Уиппи и Чонси Шантане. Мо Тато – это огромный и агрессивный клубень картофеля с лицом и руками. Уиппи – большой плачущий лук с фиолетовым носом. А Чонси Шантане – высокая морковь с улыбкой до ушей и гипнотическими глазами, которые изменяют свой цвет во время гипноза. Также может появляться 3-й глаз во время одной из атак.
Чонси Шантане вылезает из-под земли на фоне и сразу начинает использовать свои телепатические способности, призывая летающую морковь сверху экрана. Эти морковки будут всегда направлены на игрока, но имеют маленькую скорость, что позволяет их запросто уничтожать. Также он может выстреливать телепатическими волнами из третьего глаза, который раскроется в этот момент. Некоторым, правда, может показаться, что Cuphead местами даже слишком недружелюбно. Например, бодаясь с боссом, никогда не знаешь, долго ли осталось поливать его огнем. У врагов нет шкалы здоровья и вообще нет никакого гарантированного способа понять, каков их запас прочности. От игры это, конечно, не отвлекает, но временами делает ее чересчур напряженной. Для лепки глаз босса морковки мне понадобится пластилин белого, желтого и черного цветов. Будем делать гипнотический взгляд. Из пластилина зеленого цвета и отрезков алюминиевой проволоки сделаем хвостик для нашей морковки. Теперь посадим морковку на грядку. Сделаем углубление для того, чтобы она там лучше держалась. И сверху добавлю еще немного пластилиновой почвы. Теперь я покажу, как слепить мини-босса редиску. Редис – мини-босс, который призывает Уиппи в качестве приспешника на уровне Паника Ботаника. Представляет из себя корнеплод редиса небольшого размера и красно-розового цвета, из которого в верхней округлой части отходят небольшие светло-зеленые листья. Имеет лицо, состоящее из двух зеленоватых глаз и рта с двумя острыми рядами зубов. У него также есть фиолетовый круглый нос и аналогичного цвета отростки в виде бровей. По бокам отходит по придатку, напоминающий конечности в виде четырехпалых рук. Редис появляется лишь в особом случае, если не стрелять в Уиппи, то тот уйдет под землю, а оттуда вырывается редис и сразу начинает уходить немного под землю в разъяренном состоянии. Между тем, Чонси Шантане продолжает атаковать вас вместе с ним. Хвостик на голове редиски я буду крепить также при помощи кусочка алюминиевой проволоки. Из черного пластилина я слепил для нашей редиски руки. Редис готов, установим его на наш огород. Вот такой мини-босс редиска у меня получился. Далее я покажу, как слепить самого Cuphead. Cuphead – играбельный персонаж и главный герой игры. Им управляет первый игрок. Cuphead – небольшая антропоморфная чашка с маленькими красными шортами, изогнутой трубочкой с красно-белой полоской, большими глазами в форме полумесяца и небольшим красным носиком. Он также носит коричневые башмаки и пару белых перчаток. Показано, что Cuphead является более уверенным и слегка нахальным по сравнению с братом. Часто рискует и является тем, кто постоянно втягивает себя и брата в неприятности. Сначала я слепил туловище Cuphead, а потом при помощи кусочков алюминиевой проволоки прикрепил к нему ноги. Далее я покажу, как слепить руки. Так как фигурка очень маленькая, слишком мелкие детали делать не буду.
Теперь слепим голову Капхеда. Ребята, при лепке обратите внимание, что голова по высоте примерно такая же, как и туловище с ногами. Глаза у Капхеда также белого цвета. Кстати, ребята, а вы заметили, что Капхед отличается от его брата Магмана именно глазами? Если вы хотите, чтобы я слепил еще и Магмана и какого-нибудь другого босса, то пишите в комментариях. Из белого и красного пластилина слепим трубочку, которая будет вставлена в голову чашку нашего Капхеда. Не забудем сделать на чашке ручку и присоединим голову к туловищу. В общем, друзья, вот такие персонажи из игры Cuphead у меня сегодня получились. Огромное вам спасибо за просмотр, давайте наберем на этом видео 5000 лайков, и тогда я слеплю еще брата Cuphead, Магмана и какого-нибудь еще другого босса. Далее, как обычно, будут приветики от кота Вилли и фотографии ваших поделок из пластилина из нашей группы ВКонтакте. Приветы от меня сегодня получают Шерлок Кот, Робокэт и Никита Кузнецов. Ребята, передаю вам огромный привет. Также передаю приветы участникам нашей группы ВКонтакте. Сегодня их получают Ефросиний Капоненко, Андрей Масалько, Серега Добряк, Виктор Лисеев, Илья Кочетов, Михаил Некрасов и Даниил Мишуков. Ребята, спасибо вам за поддержку. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи.